Друзья мои, всем большой привет! У меня сегодня для вас вот такой букет. Посмотрите, красота! Красота, девчонки! Так, я знаете, чем занимаюсь? Я подошла сегодня к окошку и смотрю, что листики, девочки, все пыльные. Видите, как тепло делает, что-то я сегодня мерзну. У нас похолодало немножко в Одессе, и я мерзну, не знаю, не холодно. Я пошла сегодня погуляла. Замерзла, пришла, попила чаек вкусненько с тортиком. Так, я протираю листики. Девочки, протираю. У меня вот такая вот мисочка от моей кошки осталась. Но она даже не использованная была. Протираю просто кипяченой водой, потому что, девочки, я уже обожглась однажды, протерев цветущую орхидею янтарной кислотой. Я люблю янтарную кислоту. Но, девчонки, нельзя протирать янтаркой, когда цветет. Я вам еще раз покажу. Девочки, взрыв мозга просто. Класс. Лимошу отнесла, слышите, чирикает, в другую комнату из кухни, потому что она, если я начинаю снимать видео, начинаю что-то показывать, рассказывать, она участвует. Вам не всем это нравится, девочки, я знаю. Я знаю, звуки природы бывают раздражительными. Как ваши дела? Что там у вас новенького? Пишите в комментариях. У нас начался учебный процесс первую неделю, потому что у нас после обстрелов, после обстрелов у нас была повреждена инфраструктура, а потом она еще дала сбой. Что-то там чинили, у нас было плохо со светом, сейчас все нормализовалось, все шикардосно, все хорошо. Выключают свет буквально на пару часов в сутки. Это просто класс. В общем, все нормально. Тепленько. Ну, у меня в квартире, девочки, 19 градусов. Мне нормально. Я привыкшая. Мы привыкшие. Вы знаете, мы соседи напротив, точно в такой квартире, имеют 25 градусов в квартире. Почему? Потому что у них не открытые... Слушайте, мне тут пробочка от вина, вот так вот листики поддерживают. Потому что они так вот друг на друга ложатся, я немножечко их так растопырку делаю. В общем, мы пооткрывали со своим супругом, когда делали здесь ремонт, пооткрывали, так нам захотелось простора, мы пооткрывали 2 лоджии с одной стороны. Теперь у нас прохладно. У нас больше места, но у нас прохладно, хотя мы, в принципе, хорошенько утеплили. Девчонки, вот это я беру. О, пала моя пробочка. Ой, извиняюсь, укатилась. Я спонжики беру. На каждую орхидею, я вам показывала, беру отдельный спонжик, потому что, чтобы мало ли что не разнести. Так, вот так я его немножечко повытирала, потому что смотрю, ну прям пыль, пылючка, пылючка. Девчонки, жалко не пахнет. Ну такой куст вообще обалденный. Просто отрыв мозга. Вы помните, мы с вами смотрели, когда была бутонизация, какой он был красавчик. Так, я немножко попала в серединку. У него такие вот листики новые. Смотрите, какие вот. Прям ушки такие. Классный, тургор хороший. Новая посадка. Сейчас я буду вымакивать. Если бы это было утро, я бы не переживала. Видите, еще поливать не надо. Зеленый мох. Внизу у него кокосовое волокно, а там мох, кора. И сверху мох. Нормально еще. И немножко у него водички внизу я оставила. Я проливом поливала и немножко водички оставила. Так, я сейчас возьму вот кусочек, полотенца сухого, и я вот так вот вымокаю, девочки. Ну, потому что дело к ночи. Дело к ночи, света ему нету. На подоконнике прохладно. Сейчас я поставлю его здесь на столик и займусь следующей орхидеей. И вам покажу следующего своего красавца. Боже, знаете, я только вчера мужу говорю, ты знаешь, говорю, они начнут отцветать, у меня будет стресс. Девочки, это у меня наушник. Не подумайте, что это у меня там такое. Посмотрите, кто следующий. Следующий, сказал заведующий. Вот такой красавец. Я вместе с вами любуюсь. Боже, слушайте, Magic Art это просто в этом году бомбическое цветение, девочки.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 12, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 12. Ну, четная, ну, не будешь один отрывать. Так, он тоже у меня в пылячке. Здесь посадка не очень. И там маночка пошла. Ну, видите, он фитиль себе отрастил, девчонки. И там внизу немножко водички остается. Я тоже проливаю. И немножко водички. И вот там, вот видите. И, ой. Плюхнула, блин. Так, что такое? Аня, как всегда. И он вот этим, как сам себе фитиль сделал, и сам себе сделал фитильный полив. То есть, если я полила, туда водичка, слышу, кап-кап-кап, он сам раз. Так, девочки, меняю водичку, потому что предыдущий. Я специально беру такие маленькие мисочки для того, чтобы... Я прям с чайничка кипяченая. Чайник кипячу для них водичку. Они мне как детки. Мне как детки, я их просто вот все, кипяченая водичка. Так, все это спонжик в мусорное ведро. Следующий. Катяня заколебала своим вытиранием листиков. Ну надо им убрать, так сказать, пылячку. Листики должны дышать. Не, ну я не делаю это часто, не подумайте. У меня когда есть время свободное и хочется вот пообщаться с вами, девчонки, то я с удовольствием это делаю. И думаю, ну что я буду вот зря тут сама вытирать. Я сейчас вам покажу вот так. Плохо видно, да? Ну давайте вот так вот, в профиль. Ну он, конечно, вот листьев у него немного. Раз, два, три, четыре, 5 листиков. По-моему, он вначале, когда начал расти цветонос, он листик один иссушил. Да, было такое. Я когда вижу, когда желтеет лист, я начинаю нервничать. Ну ничего, ничего. Я знаю, что если правильное желтение, вы знаете, что с краешка начинается, то все нормально. И вот так, видите, он у меня стоит на березке, он ложится. Они все хотят смотреть в окно. Ну ничего. Хороший тургор, тоже пересадка у него была. Девочки, что я вам скажу? Вот мое личное, сугубо мое мнение личное, все-таки они органику больше любят. Вот, ну вот и цветут они лучше, обильнее в органике. Вот с вами разговариваю. Цветут лучше в органике. Ну, мне так кажется. Хотя, в принципе, есть девчонки, у которых и в керамзите хорошо цветут. Но я смотрела, лучший результат, если керамзит все-таки с органикой помешать. Либо с мхом, если у вас сильно... Вот, например, мне посадить в керамзит, все, капец всем моим орхидеям. Девочки, у меня сухо. Вот сейчас на гигрометре 25 или 26%. Ну что это? И вот я их вытираю, и так хорошо смачиваю, моментально листья просыхают. То есть они у меня вот так вот, видите. Увлажнитель я им не включаю, ну что его гонять. Я их утром, когда солнечная, у меня же южная сторона, вы знаете уже все. Все у меня в гостях были, вы знаете. У меня с солнечной стороны, у меня только 2 орхидеи на северном окне. Мукола и этот... Ну, последний я купила, девчонки, кто меня смотрит часто. Видите, вот такой красивый. Sunset Love, пахучий. Вот они у меня сейчас на северной стороне. И Sunset Love скинул там пару бутошков. Ну, в принципе, нормально. Нормально себя ведет. Но на северной стороне я их меньше поливаю, я их не брызгаю. На южной стороне я хожу с брызгалочкой, когда солнышко, когда тепленько. И вот так я тыльную сторону обрызгиваю. Так, ну все, вытерла, красава. Тут мало листиков, они небольшие. Красавчик. Красавчик получился вот такой. Ну, девчонки. Слушайте, а Лимоша там трели соловины. Так, девчонки, хочу ж вам поближе, чтобы вы видели эту красоту. Посмотрите на эту красоту. Ну просто вообще. И вот даже от воды нормально, пыль стерли и все хорошо. Так, ну давайте еще третью какую-то выберем, которую протереть. Сейчас я подумаю, кого будем протирать. Сейчас я тут на окошке выберу. Сейчас, девчонки, подождите.
А давайте я протрем каменную розу, каменную троянду. Она у меня начала, девочки, отцветать. Грустно и печально. Один цветонос, видите, я вам уже показывала. Ну вот он еще больше завял. Но недолго она цветет, недолго. Тоже меняю водичку, поласкиваю. Где мой чайник? Короче, ну так по 3-4 в день можно все протереть. Так, меняю спонж. Димоша, хватит там чирикать. Тебя все уже слышат. Ну, каменная роза, конечно, красотка. Ну, вот видите, почувствуйте разницу. Видите, на любителя. Вот она не так цветет пышно, но она интересна. И вот это старое ответвление, вроде как... Боже, гляньте, что творится с моей птицей. Видите, как она хочет участвовать в видео. Но сейчас, если я ее принесу, тут вы ничего не услышите. Короче говоря, она решила один цветонос того. Ну, это ответвление от старого цветоноса, девчонки, видите? Вот оно. Она бутончики растит на кончике. Вот было то же самое в прошлом сезоне. А вот эти все решила вот... И как-то так одним махом, вот одним махом сразу 5 цветков. Ну, так обидно. Но этот цветонос, кстати, раньше распустился, а потом новый ее цветонос начал. Ничего, я не знаю. Я сначала подумала, может, я чем-то полила ее, там, удобрением каким-то. Не, ничем я таким не поливала, все нормально было. Не знаю. Так что, девочки, сегодня мы с вами в процессе, в рабочем процессе. Ну, мне нравится этот процесс, особенно когда все ушли по своим делам. Дети пошли гулять, муж по делам пошел, машину в гараж ставить, там что-то. А я тут занимаюсь цветочками. Это мое любимое занятие. Ну, я сегодня наготовила там, как бы ужин есть. Я же должна пюре сварить. Сейчас, девчонки, заканчиваю. Вот так вот только займешься цветочками и все. Сделала, потушила мяско с овощами. В этом году не замораживала, не включала в морозилку, овощи не морозила. Поэтому пошла на днях, пошла в Таврию и купила, девочки, на развес. Там такая смесь. Спаржевая фасоль, кукуруза, горошек, красный перец. Вроде бы все. И там оно, кстати, на развес, когда берешь, оно дешевле получается. Получается килограмм по 290, что ли, там. 100 грамм 29. Ну, что-то такое. Дешевле, чем вот это запакованное. Я беру, и я люблю вот омлет сделать, вот горсточку на сковородку вот этой сумиши. Этот я раз мексиканскую купила. Сумиши кинула, яйцо поболтыхала с молоком, вылила и залила. Вот сегодня в обед у меня был такой, даже можно сказать, ланч, потому что я все равно обедала потом. И я это вот сделала себе такой омлет прикольный. Так, девчонки, вот смотрите, какая она. Видите? Ой, ой, ой. Пишите там, пытаюсь вам показать эту красоту. Жаня, возьми телефон и покажи нам. Так, сейчас, девочки, подождите, я возьму телефон. Вот, девчонки, посмотрите на эту красоту. На эту красоту. Ну вот видите, начала, все, вянет. Так жалко, елки-палки, но ничего. Ну будут вот эти вот кончики, бутончики, краешки будут краюшки. Ну что сделаешь? Что сделаешь? Такая красопета. Так, я ее протерла. Листиков тоже немного, молодой кустик. Раз, два, три, четыре, тоже 5 листиков. Так что вот такая вот компашка у меня. Сейчас я поставлю их вместе. Давайте вместе их поставим. Все, они же прям задышали листики. Так, давайте сейчас вот эти еще поставим. Трио. Трио. Ой, боже, какие же вы обалденные. Ну, вот видите, как она. Вот она даже вянет, как-то, знаете, так вот, как вам сказать, грациозно увядает. Грациозно. Вот невооруженным глазом сначала и не поймешь. Грациозно. Так, и ты, красавица, иди сюда. Вон рыбы мои, девчонки, плавают, радуются, что есть свет. Вместе с нами. Так. Ну, вот такая полянка получилась у нас, посмотрите.
Вот такая поляночка. Красопеточки мои. Вот так вот. В общем, 3 орхидеи я решила сегодня попротирать листики и вам показать эту красоту. Ну, шапки, девчонки, просто шапки. Такая красотища. Вот можно на это смотреть просто вечно. Просто вечно. Такая прелесть. В общем, девочки, будем с вами протирать листики и любоваться. Так вот, по 3 штучки будем брать. Потому что если все сразу протирать, то это будет слишком длинное видео. Все, друзья мои, всех обнимаю. И на этой оптимистической ноте сейчас так вот вам проведу. О, боже, боже мой, хочется прям носом туда. Но не пахнут. Такая прелесть. У этого все, полный распуск, все бутоны раскрыл. Где-то около 25 бутонов раскрыл. Вообще красавчик. Здесь мы с вами, по-моему, 12 насчитали. Ну, каждая просто шедевр. Я не знаю, вот эта природа такое создает. Ну и розочка. Розочка красавица. Здесь я смотрю, что-то в серединке какая-то, видите? Видите, блестит, девчонки? Не могу понять, что оно такое, какая-то гутация. Сказать, что вредителей-то вроде нет ничего такого. Но это не то, что я сейчас брызнула, оно давно вот такое. Такое ощущение, что кто-то туда клея налил. В общем, вот такая моя красота неописуемая, девчонки. Ну, кроме них еще есть на что посмотреть. Так что будем с вами протирать листики и любоваться, девочки. Так, а ну давайте разверну сюда сейчас больше. О, вот такая парочка. Но этот каскад просто обалденный каскад. Мне он так нравится. Клевый. Слушайте, лимоша разрывается. Сейчас несу ее сюда обратно в кухню. Она пропускает контент и недовольна. Слышите, как кричит, возмущается. Я ее там отнесла, там, где свет и орхидеи остальные стоят возле стеллажа. Она, может быть, ей нравится, не знаю, что она так кричит. Ой, девочки, прямо вот как будто вырезанные из бумаги. Ну, такие вот. Вот у этого другая немножко структура, но тоже нежная. Вот здесь какая-то особенная структура. Ну, про каменную розочку, про трояндочку я вообще молчу. Она такая кожистая, более вот плотненькая. Но эти просто вообще, просто супер. Все, друзья мои, извините за столь долгое повествование. Я вас по традиции обнимаю. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи на моей кухне, в моих видео. И добро пожаловать на мой канал. Пока-пока, друзья.